Мужа псориаз по всему телу. Спасибо большое, дорогой, уважаемый доктор. Успеха от Бога. Храни вас, Господи, родных и всю вашу команду. У меня есть препарат, мазь называется Псориатикс, используйте ее. Также есть препарат такой, называется он у нас изотон бальзам. Используйте изотон бальзам, просто на глазах исчезает псориаз. Курс лечения от псориаза, который я рекомендую. Существует винная кислота. Существует винная кислота. Я рекомендую как лечить я рекомендую псориаз. Принимайте данные препараты. Итак, Нефромакс, 2 таблетки 3 раза в день. Дальше коллаген, 2 таблетки 2 раза в день. Дальше цистин, 2 таблетки 2 раза в день. И мускус спиртовой, 1 чайная ложка на стакан воды 3 раза в день. При этом смазывайте места поражения псориазом мазью Псориатикс, а также бальзамом изотоновым. Народный способ. Народ имеет бесконечное количество всевозможных способов, которые способны помочь человеку избавиться от разных заболеваний. Причем это иногда шокирующие способы, тем не менее почему-то очень существенно помогающие людям. Один из таких способов лечения псориаза был мне рассказан, сейчас я, к сожалению, не смогу вспомнить, но постоянно есть какие-то люди, которые делятся своими рецептами и своими советами, их очень много. И один из таких способов, это был способ использования грязи озерной. То есть необходимо вот сейчас, когда вы поедете на озере, накопать грязи или мула, который находится на дне озера. И вот такой мул, он должен быть липкий и иметь немного такой выраженный морской или озерный запах. Вот такой грязью нужно обмазаться до момента, пока она высохнет. Делать это необходимо 1 раз в день, 10 дней подряд, после чего 10-15 дней сделать перерыв. При этом ни в коем случае во время такого лечения, ни в коем случае не принимать препараты, вернее не принимать ни в каком виде алкоголь. Разговаривая с человеком, который занимается кожными заболеваниями, в свое время он мне сказал: да, действительно, Андрей Андреевич, ваш совет по поводу того, что нужно использовать озерные вот такие грязи, он действительно работает. Но я хочу вам дать совет, который вы можете в дальнейшем использовать. Те озера, которые находятся в лесу, они гораздо более эффективны, чем те озера, которые не находятся в лесу. Я говорю: а в чем вообще особенность? Он говорит: особенность заключается в том, что те озера, которые находятся в лесу, в них находятся пилоиды. То есть это вещества распада торфа. И вот в случае, если там есть пилоиды, то они помогают более эффективно, так как сами пилоиды или мази с торфом, они способны больше помогать. В чем особенность таких пилоидов? В них находится большое количество калия. А где больше всего находится калия? Калия больше всего находится в меду, в воске. Калий находится в рыльцах кукурузных. Именно поэтому мой совет еще и такой. Если псориатические бляшки достаточно агрессивные, толстые, образовывают геморрагии, то в случае, если невозможно согнуть руку или все рвется, ломается и так далее, используйте примочки в виде аппликаций из заваренных рылец кукурузы. 1 столовая ложка на 1 стакан горячей воды, после чего необходимо вмакнуть салфетку, отжать и приложить к месту, где находится псориатическая бляшка. Она в свою очередь становится более эластичной, размягчается, и верхний слой так подсыхает и спадает. В свое время посоветовал, у ребенка были на коленях большие псориатические бляшки такие, и это доставляло огромное количество трудностей. Начали делать вот такие аппликации, очень помогло, родители очень благодарили. Я помню, тому ребенку конкретно помог препарат настойка мускуса, который